Полиомиелит победили еще в середине прошлого века, а до того многим людям помогало дышать приспособление, называемое железным легким. В далеком 1952 году в американском штате Техас творился настоящий кошмар. И дело вовсе не в том, что стояла жара под 40 градусов, и от нее невозможно было отдохнуть даже ночью. Жители боялись не то, что из дома выходить, даже открывать двери и окна. На улицах бушевала эпидемия. Умирало до 100 человек ежедневно, и повинен в этом был полиомиелит. Причем болезнь поражала в основном детей. Власти пытались с этим бороться, но тщетно. Не работали магазины, улицы дезинфицировали. Это делалось для уничтожения насекомых, которые, как думали, и переносят болезнь от человека к человеку. На самом деле это было не так. Зараженная вода, пища, воздух – все могло быть причиной болезни. Пол Александр был тогда ребенком, которому исполнилось только 6 лет. Мальчику было трудно усидеть на месте, и в один из дней он все же заболел. Хотя у него и поднималась высокая температура, болезнь протекала не тяжело. Даже врач порекомендовал держать ребенка дома, потому что в больнице его состояние могло только ухудшиться, ведь там все было забито больными. Однако через неделю все стало намного хуже, Пол стал задыхаться. Его отвезли в больницу, где ребенок провел без сознания несколько дней. Вот тогда тело мальчика и заключили в устройство, которое называлось железным легким. Это была герметичная барокамера. В ней происходил искусственный процесс дыхания. Хотя родителям сразу сказали, что никаких шансов выжить у малыша нет, но 1,5 года он все же пролежал в больнице. После родители увезли его домой вместе с аппаратом, к которому он был подключен. Главное было то, что сам ребенок не пал духом, учился жить в таком состоянии, и настало время, когда он мог обходиться без железного легкого несколько часов. Пол начал проходить школьную программу, хотя писать он не мог, руки были парализованы. Парень окончил школу, когда ему уже был 21 год, но останавливаться на этом не стал. Поступил и продолжил обучение в университете, намереваясь стать юристом. Президент Америки Франклин Рузвельт служил стране в инвалидном кресле, в которое он попал из-за той же болезни, что Александр. И это очень помогало Полу поднять свою самооценку, он был уверен, что вполне смог бы тоже избраться на самый главный пост в США. Проблемы у парня были: учителя в школе пошли на принцип и поставили ему единственную 4 в аттестат за то, что он не имел возможности препарировать лягушку. В университет его тоже принимать не хотели и согласились только, когда Пол их просто достал своими просьбами. В те времена люди считали, что таким инвалидам, как Пол, вообще не стоит появляться в обществе, но парень решил, что не будет обращать на это внимания. Когда он стал адвокатом, люди, обращавшиеся к нему за услугами, были уверены, что человек, обладающий такой волей, им обязательно поможет. 2 года назад Полу Александру исполнилось 75 лет. Сейчас он стал чувствовать себя хуже, но жизнелюбие и оптимизм этого человека просто поражают. Он прожил полноценную жизнь, практически никогда не будучи здоровым. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.